Наступил март. Холодный снег и морозы еще никуда не исчезли, но дни стали заметно длиннее и солнечнее. На деревьях набухли почки. Опытной вороне с белыми крыльями теперь ясно, что в живой природе наступает начало Нового года, близится весна. 20 марта наступает весеннее равноденствие, день станет длиннее ночи, солнце станет подниматься выше и обогревать землю лучше. Рыжая лиса охотится на мышевидных грызунов. Для нее зима тоже была непростым периодом времени, но скоро добывать еду будет легче. Едва прогревается земля, как самые ранние растения оживают, начинают темнеть проталинки. Вся природа наполняется предчувствием весенней радости. Это свиристель, красивая птица с хохолком и красивым голосом. Эта стая птиц провела зиму у нас в Москве. У них на севере в холодных таежных лесах весна наступит еще не скоро, к маю. А пока они с удовольствием едят немногие оставшиеся после зимы ягоды, боярышника или рябины. Каждый год свиристели находят себе новую пару, так что сейчас лучший способ понравиться самочке – покормить ее такими вкусными ягодами. Обыкновенные чечетки также ждут до мая. На севере еще слишком холодно, а тут уже вполне можно добыть пропитание. Снег тает, солнце нагревает стволы деревьев и мох. Большие синицы рыскают по ним в поисках проснувшихся насекомых. Отовсюду слышно их радостное пение. Снегири также еще не улетели, копаются в рыхлом снегу, отыскивают прошлогодние ягоды. Вместе со снегирями и синицами на мартовском снегу можно увидеть красавцев-щеглов, которых также не пугает ранняя весна. Первыми возвращаются с юга кочующие птицы. В их числе длиннохвостая синица. Она улетает недалеко, а иногда даже остается зимовать. Эти крохотные птички очень милые, напоминают белый шарик с хвостиком. Веселые стайки ополовников, так еще называют длиннохвостых синиц, пролетают сквозь парки, на ходу склевывая микроскопические частицы корма. В отличие от других синиц, ополовники не селятся в дуплах, а делают крохотные гнезда в развилках ветвей. А вот малиновки летят из мест зимовок по ночам в полном одиночестве. Птицы эти очень тихие и малозаметные днем, прячутся во врагах и в густых кустарниках. Скоро, с наступлением теплых дней, и самцы, и самки начнут петь, а песня у них одна из самых красивых в наших краях. Также рано возвращаются обыкновенные зеленушки. Живущие на юге зеленушки оседлые, а наши улетают зимой. Первыми возвращаются самцы. У них есть важная задача – найти место для будущего гнезда. Те,
кто раньше прилетит, сумеет занять лучшие места, самые безопасные, богатый корм и проверенные временем. Ведь чаще всего птицы возвращаются на то место, где они родились. Как только появились зеленушки, значит зиме конец. Возвращаются они стаями, иногда довольно большими, но по прилету на родину разбиваются на пары. Летом зеленушки в основном кормятся насекомыми, но весной и осенью им приходится есть растительный корм. Вместе с зеленушками появляются чижики. У самок больше серых оттенков, а самцы ярко-желтые, нарядные и затейливо поют, сидя в солнечных лучах. Также рано прилетают скворцы. Иногда они слишком спешат, прилетают рано, так что им приходится часто мерзнуть холодными ночами. А когда пригревает солнышко, они начинают петь. На пригорках солнце растапливает снег. У дроздов-рябинников начинается охота на любимое лакомство – дождевых червяков. Изголодавшиеся за зиму по питательному корму, они целый день проводят за этим занятием. Поют птицы не просто так. Это способ рассказать соседям: здесь место занято. Если кто-то не послушается и попробует прилететь, спеть песенку без драки не обойдется. К тому времени, как самочки вернутся из теплых краев, все вокруг уже будет поделено. Каждый кустик и каждое дерево. Белая трясогузка зимует в Африке. Она возвращается к концу марта, началу апреля. В это время начинает таять снег и появляются первоцветы. С солнечным теплом просыпаются первые насекомые. И особо теплые дни также вылетают перезимовавшие бабочки. Они еще сонные и вялые, поэтому легко попадаются трясогузкам на обед. Ручьи талой воды затопили нору полевой мыши. Ей пришлось выбраться на сухое место и сушиться на солнце. Сейчас она в большой опасности.
на охоту вышел воробьиный сычек. Только нервно подрагивающий хвост подсказывает нам, что это не обычная птица, это самая маленькая сова в Европе. А издалека его легко принять за какого-нибудь воробушка. Сычек охотится днем, а ночью прячется в старом дупле дятла. Мышь пытается спрятаться в траве, используя черную полоску на спинке. Но спасает ее не покровительственная окраска, а другой хищник. На соседнем дереве появляется ястреб-перепелятник, который заметно крупнее сычка, так, что вполне может убить маленькую сову. В ужасе от страха сычек превращается в старый сучок на ветке и замирает. Однако перепелятник уже позавтракал и просто чистит перышки на теплом солнышке. Для сычика безопаснее будет посидеть незаметно на ветке, а для мышки это настоящее спасение. Большинство сов охотятся ночью, а днем искусно прячутся. Их защитная окраска отлично маскирует в зарослях. Ушастая сова предпочитает скрываться в хвойных деревьях. Там она становится неотличима от коры деревьев. Пока сова не откроет глаза, вы не можете отличить ее от окружающей растительности. Питается ушастая сова мышами. Еще в парках встречается более грозный хищник, которого боятся и совы, и перепелятник, и даже серые вороны в ужасе от его проворства и когтей. Это ястреб-тетеревятник. Когда он стремительно проносится над деревьями, все птицы замирают от страха. Окраска у тетеревятника тоже маскирующая. Когда он сидит на ветке, его бывает трудно увидеть, хотя сама птица довольно крупная, с ворону. Чаще всего тетеревятник охотится на птиц, но может даже ловить небольших зверей, зайцев, белок и других. Гнезда устраивают на высоких деревьях. Территорию вокруг гнезда защищают от всех пришельцев. Живут ястребы-тетеревятники оседло, никогда не покидают свой охотничий участок. Помимо пения птиц, в парках можно услышать барабанную дробь. Это стучат дятлы. Так они обозначают свою территорию. Большой пестрый дятел начал долбить новое дупло. А у черного дятла желны дупло уже почти готово. Строит дупло обычно только самец. Пока он усердно работает несколько дней, его подружка кормится недалеко, добывая из-под коры насекомых-вредителей. Кажется удивительным, как легко подается древесина мощному клюву дятла. Но самое интересное ускользает от нашего взора. Может показаться, что дятлы долбят деревья бессмысленно. Мы не видим никакой добычи. Главное в охоте дятла – это язык, которым он достает вредителей из ходов. Языки у дятлов длинные, но возможность увидеть это предоставляется нам редко.
Чтобы увидеть сам процесс извлечения личинки из дерева, нам пришлось замедлить скорость фильма в 20 раз. Дупло жены готово, но самка придирчиво осматривает новое жилище и вносит свои поправки в интерьер. Солнечное тепло делает свое дело. Почти не осталось снега и льда. Вся природа оживает. Иногда удается увидеть стаи птиц, летящих на север. Но погода неустойчива. По ночам бывают морозы и идет снег. Пара уток огри присели отдохнуть на небольшом пруду. Но им придется подождать, пока тонкий лед растает и можно будет поискать пищу. У некоторых перезимовавших белок еще есть запасы и еда в кормушках. А тем, которым повезло меньше, приходится весной переходить на растительную пищу, обгрызать кору и распускающиеся почки. Скоро белкам предстоит линька. Они сбросят серую зимнюю окраску и станут рыжими. Распускаются самые ранние цветы, которые устойчивы к ночным заморозкам. Их аромат привлекает проснувшихся насекомых. Наступил апрель, растаял снег. На деревьях вот-вот покажутся зеленые листья. С каждым днем все больше и больше птиц возвращаются в родные края. Многие птицы уже занялись подготовкой гнезд. Довольно рано начинают ремонтировать гнезда серые вороны. Они обновляют их свежими прутиками, срывая их на соседних деревьях. Синицы-лазоревки чистят старые дупла от мусора. Скоро они им пригодятся для откладки яиц. Самцы охраняют территорию, а устройством гнезда обычно занимаются самки. Лазоревки имеют маленький размер и могут пролезать в крохотное отверстие. Весенние цветы, там, где они еще сохранились, радуют глаз своими яркими красками. Появляется первая зелень. По ночам уже не бывает заморозков. В воздухе пахнет весной, цветами, зеленью, и воздух наполняется пением птиц. Их прилетает все больше. Самец белоспинного дятла ищет насекомых в старом трухлявом пне.
просыпаются жабы и лягушки. Появились зяблики. Белая трясогузка ищет место для гнезда. Стайками порхают яркие щеглы. Пара коноплянок ищет себе корм в весеннем саду. Самец с яркой грудкой, а самочка выглядит скромнее. Прилетели овсянки. Из кустарников слышна их забавная песенка. А вот эта стайка носатых птиц боится человека. Это дубоносы. Птицы эти любят вишневые ягоды и своим клювом даже раскусывают косточки, чтобы съесть ядро. Они частенько портят урожай в садах. Весной дубоносы также откусывают распускающиеся почки на плодовых деревьях, поэтому люди им не рады, гонят их прочь. Белкам весенняя линька доставляет множество проблем. Приходится вычесывать шерсть, спинка чешется, кожа зудит. Зато искать спрятанные осенью орехи стало легче. Утки кряквы образовали пары. Красавец-селезень не участвует в постройке гнезда и кормлении птенцов. Он слишком заметен для хищника. Прилетели пеночки. У этих крохотных птичек очень звонкие голоса. Их скорее услышать, чем увидеть. Раздыребинники тоже ремонтируют старые гнезда. Скоро будет изобилие насекомых, и можно будет выращивать птенцов. Проходит совсем немного времени, и вдруг все деревья покрываются листьями, рощи и леса зеленеют, и птицы радостно приступают к важному периоду года – выращиванию птенцов. Об этом будет следующая серия нашего фильма. А пока мы можем насладиться цветением белых садов.